Ученые выбросили на поле 25 тысяч тонн яблок. 20 лет спустя произошло нечто удивительное. Все началось с кризиса во время сбора урожая поздней осенью. В тот год фруктовые сады по всему округу Гринвейл давали небывалый урожай яблок, что ошеломляло фермеров и заставляло складывать в сарае больше фруктов, чем они могли переработать. Грузовики и тракторы доставляли в местные кооперативы партию за партией свежих яблок, но горы фруктов все равно оставались. Некоторые были повреждены в результате механизированного сбора. Другие слишком рано упали с веток, и огромные валки были признаны непригодными для продажи. К концу сбора урожая все амбары были переполнены. Фермеры региона, возглавляемые опытным садоводом по имени Клэр Рейнольдс, столкнулись со сложным вопросом. Что делать со всеми оставшимися яблоками и мякотью, образующейся при приготовлении сока и консервировании? В течение многих лет фермеры пытались избавиться от фруктовых отходов, компостируя небольшие количества на своих полях или просто складывая их в специальных местах для утилизации. Но при наличии нескольких тысяч тонн испорченных яблок, кожуры, мякоти и семян обычных методов было недостаточно. Хранение такого количества органических отходов на месте могло привлечь вредителей и вызвать неприятный запах. Однако перевозка отходов на отдаленные свалки была непомерно дорогой и казалась неправильной. Необходимо было найти более экологичное решение. Именно тогда в дело вступила группа ученых-экологов из университета Ривервуд. Они специализировались на крупномасштабных исследованиях по компостированию и восстановлению земель, постоянно ища новые способы пополнения запасов истощенных почв. Доктор Калеб Тернер, ведущий ученый, выдвинул радикальную идею. Вместо того, чтобы выбрасывать на свалку или сжигать яблочные отходы, они могли бы разместить их на безжизненном участке земли на окраине округа Гринвейл. Это было обширное бесплодное поле, известное как Old West Tract, где росли только упрямые сорняки. Анализ почвы на участке Old West Tract показал, что из-за многолетних нерациональных методов ведения сельского хозяйства и эрозии она практически лишилась питательных веществ. Местные фермеры не хотели вкладывать средства в ее восстановление, поэтому она простаивала. В то время как некоторые владельцы фруктовых садов насмехались над тем, что выбрасывание ненужных плодов на засохшее поле не похоже на решение, Клэр Рейнольдс была заинтригована. Она верила, что сельскохозяйственные угодья можно оживить с помощью органических веществ, поэтому она поддержала план доктора Тернера на собрании местных садоводов. Владельцы фруктовых садов в конечном счете согласились. Выбрасывать тысячи тонн яблочных обрезков на бесполезный участок было лучше, чем платить огромные деньги за их захоронение на свалках. Если бы ученые были правы, возможно, это поле, похожее на пустыню, стало бы чем-то лучше. Если бы они ошибались, по крайней мере, не было бы лишних отходов, что сэкономило бы деньги фермеров. В последующие месяцы колонна тракторов, самосвалов и фермерских фургонов доставила на Old West Tract поразительные 25 тысяч тонн яблочных остатков, мякоти, полусгнивших фруктов, остатков семян и стеблей. Клэр сама руководила работами, ежедневно выезжая на место, чтобы проследить за ходом укладки. Поначалу картина выглядела хаотичной. На пыльной земле лежали горы сочных фруктов. Рабочие в сапогах и перчатках пытались распределить их более-менее равномерно, хотя масштабы были огромны. В воздухе витал запах гниющих яблок. Журналисты сфотографировали это причудливое зрелище, назвав его «фруктовой горой».
Местные жители шутили о том, что это поле будет пахнуть десятилетиями, но команда доктора Тернера не просто выбросила яблоки. Они аккуратно погрузили компостные кучи в верхний слой почвы, чтобы обеспечить доступ кислорода. Каждую неделю они проверяли образцы почвы, измеряя изменения РН и состава питательных веществ. А через несколько недель они внедрили полезные для компоста микробы, чтобы ускорить процесс разложения. Тем временем была возведена простая проволочная изгородь, чтобы дикая природа не пожирала плоды и не разбрасывала их. Владельцы фруктовых садов, довольные экономией средств, вернулись к своим обычным фермерским делам. Вряд ли кто-то ожидал немедленных преобразований. Большинство предполагало, что яблочные отходы просто сгниют, и после них останется немного улучшенное, но все еще почти бесполезное поле. Однако доктор Тернер верил, что если все пойдет как надо, Old West Tract может стать экспериментальной площадкой для восстановления лесов или восстановления сельскохозяйственных угодий. Яблочная мякоть богата азотом, калием и органическими веществами, объяснил он Клэр во время одного из их визитов. Теоретически, со временем здесь могли бы процветать полезные грибы, бактерии и насекомые, создавая здоровую структуру почвы. При достаточном количестве органического вещества земля могла бы даже снова поддерживать здоровую растительную жизнь. Клэр нравилось, как это звучит, но она была реалистом. Она знала, что природа часто работает медленно. Первые признаки надежды появились следующей весной. Клэр прогулялась по Old West Tract, ожидая найти комочки гниющих яблок. Вместо этого она заметила маленькие ярко-зеленые ростки, растущие по всему полю. Некоторые из них могли быть сорняками, но при более тщательном исследовании была обнаружена свежая трава, которая раньше на этом участке не росла. Фруктовые отходы действительно разлагались, и земля под ногами стала более рыхлой. «Это интересно», — подумала Клэр. Она предупредила доктора Тернера, который появился с группой аспирантов, которые, широко улыбаясь, бродили по полю, собирая образцы. Они подтвердили, что на остатках яблок процветали микроорганизмы. Дождевые черви вернулись вместе с полезными бактериями, превращая отходы в богатые питательными веществами почвы. В течение следующего лета произошли небольшие изменения. Через 2 года начали пробиваться новые виды растений, не похожие на обычные жесткие сорняки. На 5-й год кустики выросли целыми гроздьями. Некоторые владельцы садов пришли сюда из любопытства, некоторые поддразнивали Клэр по поводу кустарникового сада, но она заметила, что цвет почвы меняется от бледно-коричневого до более темных, насыщенных хумусом тонов. «Дайте время», — сказал доктор Тернер. «Природа проводит здесь нечто особенное». На 10-й год, ко всеобщему изумлению, по всему полю начали появляться настоящие саженцы яблонь. Очевидно, семена из первоначальной мякоти выжили и проросли. Один из работников сада пошутил, что поле возвращает саду его дар. Ярко-зеленые саженцы выделялись на общем фоне, тонкие, но упругие. Местные СМИ пронюхали об этих случайных яблонях и опубликовали короткую историю о необычном фруктовом саду. Доктор Тернер посмеялся над фразой «невероятный фруктовый сад», которая звучала глупо, но подходила. Затем наступил 15-й год. Небольшая группа саженцев яблони выросла достаточно высоко, чтобы дать первые плоды. Той весной деревья покрылись розовато-белыми цветами, привлекавшими пчел и других опылителей. Владельцы сада были ошеломлены. Плоды, которые когда-то считались ненужными, дали начало новой жизни. За последнее десятилетие почва настолько восстановилась, что на ней могли расти не только травы и кустарники, но и настоящие фруктовые деревья. Цикл завершился. Наконец, спустя 2 десятилетия старый западный тракт выглядел неузнаваемым для тех, кто помнил его пустынное состояние.
Вместо пыльной пустоши здесь рос молодой лес, и среди этой зелени были разбросаны десятки зрелых яблонь. Их листва затеняла полевые цветы внизу. Клэр, уже постаревшая, но все еще энергичная, посетила доктора. Команда Тернера стала свидетелями этого зрелища. Наступила тишина, когда они осмотрели рощи с ветвями, увитыми яблонями. На них гнездились птицы. Внизу сновали дикие животные. От аромата фруктового сада, доносимого ветерком, у них побежали мурашки по коже. Для местных фермеров это преображение стало настоящим открытием. Поначалу они восприняли выброс яблок как отчаянную меру, но, увидев новые насаждения на некогда бесполезном поле, поняли, насколько мощными могут быть процессы регенерации. Слухи распространились за пределы округа, и ученые из других штатов посетили Old West Tract. Они обнаружили, что почва не только поддерживает рост яблонь, но и улучшает биологическое разнообразие. В изобилии водятся дождевые черви, укореняются местные травы и процветают полезные насекомые. Поле превратилось в миниатюрную экосистему, процветающую на том, что когда-то считалось бесполезными отходами. Различные экологические журналы опубликовали статьи об этом случае, восхваляя его как изящную демонстрацию того, как сельскохозяйственные побочные продукты могут восстанавливать истощенные земли. Коллеги включили эту историю в свои учебные планы. Некоторые владельцы фруктовых садов в других регионах предприняли аналогичные крупномасштабные усилия по компостированию, извлекая уроки из подхода доктора Тернера. Спустя 20 лет фруктовый сад, выросший из яблочных отходов, принес плоды. Маленькие яблоки неправильной формы. Может, они и не были первоклассными для супермаркетов, но были съедобными и сладкими на вкус. Некоторые местные семьи приводили своих детей, чтобы нарвать их, удивляясь тому, как жизнь наладилась в месте, которое когда-то было таким пустынным. Тем временем ученые продолжали изучать это место, используя полученные данные для совершенствования методов восстановления земель. Доктор Тернер размышлял о том, как вынужденная утилизация тысяч тонн яблочной мякоти может привести к успеху в области восстановления окружающей среды. Стоя в тени цветущей яблони на Old West Tract, Клэр вспоминала, как все это начиналось. Отчаянная борьба за то, чтобы утилизировать отходы садоводства, неуверенное голосование фермеров, вонь от свалки отходов. Кто бы мог подумать, что на этой фруктовой горе, как ее называли, спустя десятилетия вырастет цветущий фруктовый сад. Взглянув на ветви, усыпанные фруктами, она сорвала маленькое яблоко, вытерла его рукавом и откусила кусочек. Вкус был умеренно сладким, с оттенком триумфа. Этот фруктовый сад стал живым доказательством того, что природа может превратить отброшенные отходы в изобилие. Некогда безжизненное поле теперь обрело новую жизнь. И все это благодаря 25 тысячам тоннам яблок, которым когда-то суждено было стать мусором. Таким образом, история, которая началась как экологическая проблема, привела к изменению представления об отходах, земле и регенерации. Вместо того, чтобы загрязнять свалки или гнить в заброшенных кучах, яблоки обновили пыльное поле, показав, что иногда самые невероятные решения могут привести к величайшим чудесам.